Сегодня у меня на столе достаточно асимметричная игра, причем настолько асимметричная, что два игрока в ней станут драконами и будут управлять всю игру всего лишь одной фигуркой, а другие станут генералами и будут управлять целыми армиями. Что из этого получилось, посмотрим сегодня. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня Лорды Ваала, Связь драконов. Это игра, которая построена по вселенной Dragonborn. И по истории этого мира каждые 27 лет драконы спускаются с Красной Луны и пытаются выкачать всю магию из этого мира. Смертным же, которые проживают на этих территориях, очень не нравится, потому что им магия нравится и нужна самим. И вот у них возникают огромные стычки. Но последние годы сами смертные между собой тоже очень много воюют, и поэтому им приходится вступать сразу в конфликт и друг с другом, и с драконами одновременно. Это тактическая игра, причем такой классический представитель трэша. Вы будете бросать много кубиков, у вас не будет много просчета, и контроль территории здесь не особо важен. Здесь важно мочить оппонентов и забирать у них жетончики. При этом два игрока станут двумя драконами, и даже драконы между собой симметричные. Магнификс красный, например, он мощный дракон, у него меньше жизни, но он достаточно сильно бьет. А Фульгин дракон такой потолще, у него поменьше атаки, но при этом он хорошо выживает. Два генерала, они между собой практически симметричны, делают практически одно и то же, но тем не менее начинают в разных количествах карты и будут воевать как с драконами, так и друг с другом. В определенный момент игры может случиться так, что дракон с каким-то генералом объединится и будут они преследовать победу дальше. По-настоящему же это произойдет, скорее всего, в 100% случаев вашей игры, потому что как только дракон не атакой оказывается в одной зоне вместе с генералом, то они должны пройти тест и, возможно, объединяться друг с другом. Это вот и будет вот та самая связь драконов, которая написана на коробке. При этом изначально я думал, что за драконов будет играть интереснее, но оказалось, что игра за генералов гораздо разнообразнее, и у них есть больше различных возможностей по тому, что они могут делать, как они взаимодействуют с игровым полем, и в принципе они даже планшет свой могут прокачивать, в отличие от драконов. Ну, обо всем об этом поподробнее давайте расскажу, как играть в Лордов Ваалы. Итак, эта самая магия Ваала, она изначально лежит в виде жетончиков таких вот на игровом поле, и это будет та цель, которую мы с вами будем преследовать в этой игре. Первый, кто наберет себе 10 жетончиков этой самой Ваалы, тот и победит. Кроме того, она одновременно является и валютой местной, потому что когда вы положили жетончик себе сюда беленькой стороной, и у вас будет определенное количество, вы сможете вот такие вот карты, это очень мощные штуки, оплачивать именно этой магией и переворачивать эти жетончики вот так. При этом эти жетончики не останутся у вас навсегда. Если вас победят, у вас эти жетончики будут забирать, перехватывать к себе на планшеты, и рано или поздно кто-то из игроков обретет нужное количество жетонов и победит в игре. Сразу могу сказать, что в игре очень-очень сложно и плохо написаны правила. Они разбросаны по двум частям книги правил. Первая часть — это где вам описывают сами правила. Потом идет глоссарий, в котором тоже есть части правил, которых не было в самих правилах. И части правил есть у вас на планшетах, потому что каждый вид персонажа работает немножко по-своему. У драконов, например, символы работают по одному, а у генералов они работают по-другому. И то есть, если у дракона вот такой вот символ — это полет, это просто переместиться в соседний регион или перелететь через море, то у генералов это переместить армии в соседний регион. А также он этим же символом может призывать новых союзников себе в тех местах, где у него есть, например, города. Да, генералы смогут строить города, генералы смогут прокачивать свой планшет и выкладывать сюда определенные виды войск. У нас есть специальная колода для этого. Каждый раунд у нас будет скрываться 6 новых карт. И в зависимости от того, в каких регионах контроль имеет тот самый генерал, он сможет принять себе в услужение различные виды войск. И это вот прикольная штука этой игры с тем, что, вот, например, вот видите, если вот в этом регионе у него есть контроль, то он сможет себе своих лучников, вот она, сделать меткими лучниками и получить для них специальную способность. Эти способности могут реально решить исход битвы. Битвы, несмотря на то, что здесь бросается много кубиков, иной раз бывают достаточно евровые. Вы смотрите на то, что у оппонента там прям столько-то войск, вы понимаете, сколько кубиков он будет бросать, и приблизительно понимаете, что от него ожидать. Но как только в дело вступают вот эти разные способности, начинается интересное. То есть, например, вы можете получить себе способность, которая говорит о том, что если у вас есть хотя бы один лучник на игровом поле, то тот, кто к вам прилетает, сразу получает одно ранение. Иногда это может быть больно, особенно для драконов, у которого всего, например, 4 жизни, а у того всего 6 жизней. Но драконы при этом еще слабеют с каждой потерянной жизнью и будут бросать меньше кубиков. Как же это происходит? У нас игра построена на механике планирования действий, немножко напоминающей Colt Express. То есть в начале каждого раунда у нас есть уже первый игрок, и у нас вот из этой колоды, вот туда вот в ту ячейку кладется одна карта. Это карта события, которая изменит что-то на игровом поле к этому раунду, к началу.
Потом, соответственно, первый игрок выбирает одну из своих карт, и на ней может быть от 1 до 2 действий, каждая из них разная, там могут быть действия сбора вот таких вот жетончиков, и при этом дракон собирает один жетончик по факту, но если регион никому не принадлежит, то есть если в нем нет никаких этих штук, и там было бы больше жетонов, он мог бы собрать больше жетонов. Потом, соответственно, перемещение, это мы могли переместиться в любой регион, в случае генералов также еще положить новые войска себе в регионы, где у вас есть, и тем самым наращивать свою армию. У них реально целая куча жетонов, которые могут выйти на армию и дать им огромную-огромную силу. То есть, да, в какой-то момент по силе генералы смогут сравниться даже с великими драконами. Ну, оно и понятно, а то по-другому как бы они выживали. Символ, который говорит вам о том, что вы можете либо разыграть такую карту, либо взять себе карту такую в руку. То есть, да, для того, чтобы их разыгрывать, вам нужно сначала положить их себе в руку. И эти карты могут быть очень мощными. То есть, эти карты могут быть настолько крутые, что если, например, вот мой дракон стоит с другим генералом, у которого там огромная многотысячная армия, и мне приходит такой символ, у меня достаточно жетонов различных силы, которые могут оплатить эту карту, я могу бросить 5 кубиков, посмотреть, сколько я убил. Просто так вот. С неба гром и так далее. Есть карты, которые позволяют дополнительно передвигаться, есть карты, которые позволяют что-то строить, у генералов они немного другие, и от этого можно строить вашу игру. Вот от этих карт вот конкретно, там, зависит от того, что вам пришло, это все всегда очень мощно, но все требует оплаты вот этими жетонами. Дальше, соответственно, атаковать. Когда атакует дракон, он просто вылетает в соседнюю зону и начинает там махач. Когда атакует генерал, он имеет возможность стянуть войска со всех соседних зон и начать там махач. У нас есть нейтральные войска, на которых мы можем немножечко пробиваться, и есть, соответственно, войска генеральские. Прикольная штука с тем, что драконы покачаются от того, насколько они много убивают различных войск. Каждый раз, когда вы убили какое-то войско, вы кладете его себе сюда. И когда вы заполнили себе 3 жетончика таких, вы получаете себе одну ваалу. Это один из способов получения ваалы. Второй, как вы поняли, это с игрового поля. Третий – это вступить в бой с кем-нибудь и прогнать его. То есть, если он отступит, то вы заберете у него жетон, если он у него был. Если не был, конечно же, ничего не заберете. И вот, короче, вы выкладываете себе карточку сюда. Потом кладет ее другой игрок, третий игрок, четвертый игрок, и ход опять доходит до вас. Вы можете либо пасануть, либо, соответственно, сыграть еще одну карточку. Допустим, все сыграли много карточек, и сверху кладется еще одна такая. После этого эта колода берется и вскрывается. Сначала разыгрывается вот эта карта событий, и в данном случае здесь сказано было положить еще 2 ваалы вот сюда, и 2 ваалы вот сюда. Как это присуще Америтрэшу, ребята, пожалуйста, вам повезло. Пользуйтесь. И, возможно, если бы генералы знали это, они могли бы себе положить карточку сбора первым действием. Но, скорее всего, они положили себе перемещение, потому что им надо идти было бы вперед и захватывать новые земли, побеждать нейтралов и забирать уже оттуда. Так что, ребят, сорян, но вы не могли этого прочитать. И потом разыгрываются все карточки по одной постепенно, и так далее, и так далее, и так далее, пока все карты не будут разыграны. Плюс, соответственно, в конце разыграется еще одна карточка, которая даст вам особый эффект также. Она может положить жетоны на игровое поле, может дать вам возможность проатаковать кого-то, совершить перемещение и так далее. Карт этих достаточно много, они все уникальные и дают вам различные эффекты. Так вот, как же происходит бой? Если в какой-то момент мой дракон влетел сюда, он считается атакующим, и это мне нужно было сделать для этого действия атаки. Я возьму столько кубиков, сколько у него написано, в данном случае сейчас 5, и брошу их в моего оппонента. Вот все такие вот символы, такие вот пустышки, являются критами и наносят урон ему сразу. Ему нужно будет убрать одного из своих подразделений. То есть, например, он набирает вот этого товарища, и он его убит. Далее, генерал имеет право принять решение. Либо он контратакует, и то есть идет в наступление своей армии, либо он просто отступает. Если он отступает в соседний какой-то регион, то он не получит этот урон. В противном случае он получит остатки урона, но только после того, как нанесет свой. И в данном случае у него будет 1, 2, 3 кубика всего. Он решил контратаковать, бьет меня на 2, я получаю 2 урона себе. Но он также получает еще себе 2 урона. И дальше мы можем продолжить махаться до тех пор, пока у нас не останется куда распределять раны, или генералу не придется сбежать. Таким образом происходит бой. Кстати, кубиков в игре 5. А иногда бросать их приходится гораздо больше. Но там прям в правилах сказано, что если у вас кубики закончились, то просто запомните, сколько у вас было, и добрасывайте остальные. Так вот, как видите, у меня дракончик немножечко покоцался, и теперь он будет бросать кубиков меньше, и я в любой момент также могу отступить. Но если вы только как только кто-то первый отступает, он отдает один из своих жетонов своему оппоненту. И куда-нибудь улетает, там, например, да, вот сюда, например, теоретически. Допустим, здесь никого не было. Как только игрок наберет себе любым способом 10 жетончиков, он побеждает. Но есть еще один элемент в этой игре, который говорит о следующем. Если, например, у моего дракона было действие перемещения, а не атаки, и я переместился в эту зону, мы сразу же будем бросать кубики с этим генералом. Если все удачно выпало, мы с ним вступаем в союз. Мы с ним обвиняемся вот такими вот жетончиками, и у нас начнут работать наши специальные блатные способности о связи с драконом. Например, Магнифекс начнет у нас
атаковать с +1 кубиком, если он находится в соседней зоне от генерала. То есть генерал дает ему силы, и это очень связано с лором Драгонбонда, где генерал и дракон получают силу друг от друга. И начнем месить, конечно же, своих оппонентов с двойными усилиями и с двойной силой. Конечно же, они за счет этого захотят сразу же объединиться друг с другом и начать месить нас в ответ на своих усиленных способностях. Обычно так все в игре, в принципе, и складывается, что игроки делятся на пары и потом, соответственно, решают, кто из них победил. Это, конечно же, дает некоторые дополнительные тактические возможности. Генерал может полететь, например, назад и собирать различные жетоны, которые были вывалены по карточкам событий, а генерал в это время будет своими огромными армиями, которые все время копятся и копятся и копятся, удерживать оппонентов от того, чтобы они преследовали его там на его последней жизни. Важный момент в том, что ни генералы, ни драконы здесь в игре фактически не умирают. Если дракон получает себе все ранения, которые у него есть, просто следующими действиями он обязан будет использовать эффекты лечения вместо своих действий, чтобы хотя бы немножко полечиться. И это такой же тоже элемент игры интересный, когда вы стоите генералом, например, к вам прилетел дракон, он пытается вам навалять, вы понимаете, что плохенько как бы идут дела, и вот сейчас я потеряю последние свои войска на этом, и он, возможно, заберет мой жетон, но есть возможность сделать так, что я ему сниму последние жизни своей контратакой, и за счет этого он в следующий ход не будет ничего делать из того, что планировал, и у него собьется все программирование на этот ход, и от этого мне будет только весело. И еще интересный момент, также у генералов, опять же, в том, что каждый раз, когда вы захватываете какую-либо территорию, вы получаете карточку эту соответствующей территории, которую вы сможете разыгрывать вот в эту же стопочку событий, которые будут у вас происходить, и она дает вам возможности дополнительно нанимать как раз вот этих вот солдат, нанимать новых юнитов и выставлять даже города, которые помогают вам ваши войска защищать. По-настоящему игра по правилам не особо сложная, но правила просто написаны таким образом, что продраться через них достаточно тяжело, и нюансов в игре довольно много. Нужно помнить, что если вы атакуете через горы, то у защитника будет преимущество. Нужно помнить, что если города стоят, то, соответственно, они дают бонус игроку, который их защищает. То есть они защищают, наоборот, этого игрока. Если у вас лежат там 3 жетона разных войск, то вы получаете +1. Помнить про каждую карточку, которая у вас также есть, которая дает вам дополнительные бонусы. И еще ваш оппонент тоже должен про них помнить, потому что они где-то лежат у вас вот здесь на планшетике, а он их не особо видит. Но при этом это дает различные нюансы игре. Если сможете продраться через правила и разобраться с ней, в принципе, это такой Америтрэш, который можно играть вчетвером за 40 минут. Единственный момент, который вот меня действительно смутил, то что если вы играете, вот у нас была партия достаточно веселая, когда я красным драконом просто разносил голубого дракона и фиолетового, пока оранжевый игрок где-то там отсиживался в углу и пытался там накопить какие-то ресурсы, поднять себе войска, чтобы потом пойти армией. И вот пока он это делал, я этим ребятам так навставлял, что у меня уже было 8 жетонов победных. Потом они объединились и начали мне, соответственно, давать в ответ. И вот мне уже хочешь не хочешь, несмотря на то, что я ближе всех к победе, у меня типа там 6 жетонов еще осталось, у каждого из них по 2, у этого 1. Но мне при этом нужно было объединяться с рыжим генералом и разделить с ним в итоге победу для того, чтобы меня просто вдвоем не отбускали. Вот это такой вот странный элемент игры, на мой взгляд. Но, тем не менее, он очень лорный. И еще один важный момент в том, что эту игру играть можно только вчетвером. Если вы играете не вчетвером, то все другие фракции, то есть, например, мы играем за Магнифекса и Аларию, то Тиверия и Фульген будут у вас ботами. Они будут ходить по своей собственной механике, они также будут разыгрывать карточки и делать действия. Ну, а если вы фанаты вселенной Драгонбонд, расскажите мне об этом в комментариях. Мне было бы очень интересно послушать, насколько, по вашему мнению, эта игра соответствует духу вселенной. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!